Всем большущий привет, с вами Ксюша, и сегодня я вам покажу свои покупки одежды. Наконец зимы, начало весны, и несколько вещей на самом деле подойдет даже на лето. Кстати, у нас сегодня приглашенный гость, это Лилия, так сказать, для привлечения весны в наши холодные края. Ну да ладно, с зимой мы тоже справимся, особенно с такой одеждой. И давайте начинать. Ссылки на все вещи, а также мои параметры, рост, все это будет в описании, поэтому заглядывайте. Первая вещь идет от бренда Inspire, это вот такие леггинсы. На самом деле меня очень потянуло на шоколадный цвет, вот знаете, такой благородный коричневый оттенок, именно не бежевый, не серовато, вот такой очень темно-коричневый, а вот именно шоколадный. Но самый главный плюс этих леггинсов даже не цвет, а сам материал, потому что он достаточно плотный, через него не просвечивает нижнее белье, какие-то, например, колготки или майки, которые заправляются внутрь. Но в то же время этот материал не сковывает движение, то есть в нем комфортно ходить, садиться, он не давит на живот и при этом обтягивает удачную фигуру. И еще одна маленькая, но приятная деталь: швы у них расположены только с внутренней стороны, а снаружи вот такая просто гладкая единая ткань. В этом сезоне меня прямо потянуло на шоколадный цвет, слава богу, не на шоколад. В общем, здесь у меня два элемента верхней одежды. Первая вещь — это куртка-рубашка, о которой я мечтала очень давно. Я искала такой фасон, потому что, знаете, она, на мой взгляд, выглядит как-то стильно, немножко необычно, и в то же время такие курточки можно поддевать внутрь, например, под пальто, когда весной очень холодный день, знаете, чуть ли не снег, чуть ли не мороз. Вы просто внутри поддеваете вот эту курточку, и далее, например, в каком-то кафе, в каком-то помещении вы можете снять пальто и остаться в этой куртке, чтобы не замерзнуть, либо просто носить ее чисто как дополнительный элемент утепления. Этот стеганый материал я приметила еще прошлым летом, то есть его можно носить даже летом в какой-то холодный день, чисто надела футболочку, эту курточку и вышла на прогулку, например, с собачкой. У этой куртки есть ремешок, поэтому в те моменты, когда вы хотите создать более обтягивающий образ, вы просто заделываете ремешок. Кстати, именно с ремнем мне понравился больше всего вариант. И второй шоколадный верх — это вот такой бомбер. Он, знаете, более расслабленный, комфортный, удобный и чем-то напоминает актуальнейший сейчас стиль карго. То есть раньше все носили только брюки, но сейчас этот стиль и перемещается наверх. Также вот видите, здесь замочек, но все-таки это не откровенный карго, а более сдержанный, более классический. Я обожаю, когда у верхней одежды есть по бокам кармашки, потому что я мерзлячка, я обожаю комфорт, уют и люблю спрятать свои ладошки от холода. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какая из курток мне идет больше, потому что я хочу оставить только одну, но при примерке они мне обе понравились. Кстати, про бренд Inspire я вам рассказываю не первый раз, а где-то в ноябре я тоже делала обзор. Это российский бренд, который сконцентрированы на качестве каждого изделия, и у них есть как классические модели, которые подойдут многим, так и более что-то уникальное для, можно сказать, самовыражения. Следующая покупка, и она особенно ценная для меня, потому что это первая вещь такого голубовато-синеватого цвета, которая мне подошла. Ранее я совершенно не носила этот цвет, может быть, только джинсу, джинсовые куртки, джинсы, но синий цвет, какой бы я ни мерила, мне абсолютно не подходил. Я не знаю, каким образом, но это просто идеальный оттенок, который мне подходит. Этот свитер идет свободного, мягкого кроя, и, кстати, я особенно обращаю внимание на горлышки, и здесь оно комфортное, то есть оно закрывает от ветра, но в то же время не сдавливает горло. Кстати, я думаю, многие слышали, что в новом сезоне будет актуален Total Denim, и это тот самый случай, когда этот тренд можно интерпретировать по-другому. То есть надеть вот этот свитер, голубые джинсы, и это будет уже не тот самый Total Denim, который будут носить многие, а ваш такой уникальный, индивидуальный и немножко, знаете, с изюминкой, потому что все-таки по цветам у меня они немного отличаются. Этот же свитер я заказала в белом цвете, потому что переживала, что голубой цвет мне, как всегда, не подойдет. А белый цвет — это мой самый обожаемый оттенок, который я ношу всегда, везде, он абсолютно ко всему уместен. Эти свитеры выполнены из мягкой пряжи, и, кстати, здесь 20% шерсти в составе, поэтому они тепленькие. А еще ткань достаточно упругая, то есть она не растягивается от каждого движения, и мне кажется, что они будут носиться долго. Эти свитеры представлены на сайте 8 красивых оттенков. Я думаю, каждый выберет что-то для себя. И, кстати, они сейчас по распродаже, а мой промокод CALM даст дополнительную скидку 15% на все, как на распродажу, так и на какие-то новинки. Последняя вещь, на мой взгляд, она самая интересная и в то же время самая трендовая. Это вот такой меховой шопер из искусственного меха. Таких шоперов я не видела ни у одного своего знакомого, поэтому вы точно будете выглядеть необычно, и в то же время это очень удобный формат, то есть здесь внутри есть магнит для того, чтобы
чтобы закрыть сумку, а внутри есть два небольших кармашка для каких-то мелочей, например, ключей, телефона. С таким шопером можно ходить как на прогулку, так на учебу или, например, даже в магазин за продуктами, чтобы не покупать пакет. В магазине вы 100% будете самыми стильными. Господи, это такой приятный материал, его просто хочется обнимать, и это какой-то антистресс. Даже не могу остановиться трогать. И, кстати, хочу сказать, что на сайте Inspire есть огромный выбор верхней одежды, поэтому можно собрать полный образ и даже дополнить аксессуарами. Второй бренд, с которым я хочу вас познакомить, это бренд этичной одежды Only Me. И первая вещь — это пиджак из эко-меха под норку. И на самом деле это моя давняя мечта — иметь верхнюю одежду, которая имеет форму пиджака. При этом этот пиджак теплый, стильный и очень-очень мягкий. Меня привлекла именно фактура норки, но на самом деле у Only Me есть огромный выбор фактур. Под норку, альпака, астраган, лису, кролика и другие. Этот пиджак за счет своей длины хорошо сочетается как с джинсами, так и с юбками. Но в случае непогоды здесь есть воротник, который можно приподнять и вот так закрыть горло. Либо, например, можно закрепить булавкой и вообще будет шикарно. Но я планирую ее носить с вещами, которые имеют высокое горлышко, или с шарфиком. Если этот пиджак подходит до -5, то есть на какую-то теплую зиму или, например, на весну, то вторая вещь — это вот такой тренч, который уже подходит до -10 градусов. То есть если носить с какими-то свитерочками, то может быть вообще до -15. Но если с чем-то легким, то и в более теплую погоду. Помните, я говорила, что у меня нет тренча? Так вот, он у меня теперь есть, только совершенно нестандартный, потому что он вот такой меховой, опять-таки а-ля под норку. За счет того, что этот тренч утепленный, он отлично подойдет на межсезонье, на какую-то теплую зиму или вот этот долгий переходный период от зимы к нашему лету, точнее весне. Ну, в общем, весна у нас обычно короткая, поэтому я собираюсь это носить и в феврале, и в марте, и, наверное, в апреле, а потом уже осенью. И меня привлекла одна деталь: здесь есть выпирающий элемент, плюс пояс, и за счет этого тренч сидит просто идеально, сразу же подчеркивает вашу талию, силуэт выглядит, знаете, более сформированным окончательно. Если честно, этот тренч превзошел мои ожидания, то есть на сайте он мне просто понравился, и я думала, ну, вроде подойдет, вроде нет, но когда я увидела вживую, это оказалась любовь с первого взгляда. Этот цвет абсолютно универсальный, он подойдет ко всему, а также на нем не очень видно будут капельки, если вы будете ходить весной по лужам. Но даже если вы испачкаете, то за вещами от Only Me очень легко ухаживать, их даже можно стирать. Подробнее смотрите на сайте бренда, все ссылки я оставлю в инфобоксе. И третья вещь от этого бренда — это вот такая мятная куртка. В отличие от предыдущих двух позиций, она уже под астраган, знаете, такой а-ля плюшевый медвежонок, в общем, тоже выглядит максимально уютно, комфортно. Она идет актуального рубашечного фасона, и цвет кажется вроде бы яркий, но в то же время это такой нежный мятный оттенок, который хорошо сочетается с базовыми цветами, с белым, с синими джинсами, я не знаю, с черным, с коричневым, поэтому очень легко эту вещь можно интерпретировать в базовый гардероб и, конечно же, в яркий тем более. А возможно, такие вещи становятся теми самыми вещами, которые мы надеваем под настроение, под особый случай, или когда просто, знаете, хочется выделиться, хочется ничего не бояться и вот такой яркой выходить на улицу. Скоро весна, и этот цвет больше всего ассоциируется именно с весной, с зеленью, с распускающимися цветами, почками на деревьях. Эта модель подходит до -10 градусов, и здесь есть мои любимые кармашки, которые позволяют спрятать руки. У меня есть промокод CALM, который дает скидку 10% на все в Only Me. И, кстати, все эти три вещи сейчас по распродаже, которые суммируются с моим промокодом, поэтому максимально выгодно можно сейчас купить верхнюю одежду. У меня это позиции для демисезона, но если вы ищете что-то потеплее, то у Only Me есть шубы, которые греют до -30 градусов. Следующая вещь — это не одежда, но это для одежды. В одном из видео я говорила, что хочу отпариватель, но в нашей квартире его негде было хранить, так как ранее я встречала только громоздкие модели ярких цветов, и вот найден идеальный отпариватель как по функционалу, так и по размерам и цвету. Он белого цвета и стоит у нас прямо в комнате, так как эксплуатируется довольно-таки часто. Я использую его как для повседневной одежды, так, например, для верхней одежды, и даже на костюмной ткани приятный момент он не оставляет блеска. Steam One — это французский бренд, и там он является лидером среди отпаривателей. Пару слов хочу сказать о функционале, потому что это действительно классная вещь, и для тех, кто любит ухаживать за своей одеждой, это будет актуально. У
него есть режим эко, который подходит для деликатных тканей, такие как шелк, фатин, и режим макс, который подходит для всего остального. И, например, не только для одежды, а для мебели, штор, головных уборов. Steam One практически сразу готов к работе, то есть буквально 60 секунд, пока я достаю свою одежду, вешаю ее, он уже начинает отпаривать. Несмотря на небольшие размеры, объем резервуара вместительный и позволяет отпаривать непрерывно в течение 35 минут. Здесь есть функция анти-кэлк, которая позволяет очищать устройство от накипи. И ее нужно проводить буквально раз в 2 месяца. Ссылку на отпариватель я обязательно оставлю в описании, поэтому заглядывайте. Предпоследняя вещь – найдены идеальные джинсы. Они вот такого синего красивого оттенка, не слишком темные, не слишком светлые и без особых потертостей. В общем, все как я люблю. А самое главное – это фасон. У него достаточно завышенная посадка, потому что голубые джинсы с заниженной посадкой у меня есть, и они, на мой взгляд, больше подходят на лето. А вот эти на любое время года, особенно на весну, конец зимы и начало лета. Они достаточно свободные и снизу расклешенные. Нашла я их офлайн в магазине Lime совершенно случайно. Мы с Лешей гуляли по торговому центру и наткнулась вот на такую вещичку. Как я уже успела примерить, они отлично сочетаются со всей вот этой верхней одеждой. Также вот с этим свитером просто шикарно сочетается, с белыми вещами. Я думаю, не нужно много слов про базовые хорошие джинсы, просто поделилась с вами находкой. И если вы вдруг в поиске, то знаете, в Лайме есть достаточно хорошие модели, плюс некоторые сейчас по распродаже, но это я купила из новой коллекции. И последняя вещь, а точнее категория, это футболки. В последнее время я заметила острую необходимость в футболках, потому что у меня есть и то, и сё, вот такие майки, какие-то кофты. Но вот футболок просто очень-очень мало, поэтому я купила 2 базовых футболки таких теплых оттенков. Одну коричневую, опять-таки шоколадную, на которой я подсела, и вот такую светлую, бежеватую, можно сказать, как цвет моих стен, если вы часто смотрите мои влоги. Первая футболка из Lime, и она такого слегка обтягивающего, приталенного фасона, от которого я, честно говоря, немного отвыкла, но примерив ее, я поняла, что именно такой футболки мне не хватает, чтобы я заправляла ее в джинсы, и она вот так не висела, а выглядела аккуратненько приталена. В общем, понравилось. И вторая — это привычный слегка оверсайз фасон, и когда я заправляю ее в джинсы, она висит. В принципе, и тот, и другой вариант мне нравится, но вот решила взять оба варианта и разные по оттенку. Вот такой обзор у меня сегодня был. Конечно, его основа — это мои любимые белые, бежеватые, коричневатые оттенки, но в то же время я решилась заказать что-то более яркое, голубое, зеленое. Пишите в комментариях, как вам, рискнули бы вы надеть что-то яркое, может быть, вы всегда носите что-то яркое. Спасибо вам большое за просмотр. Дайте знать, если вам нравятся такие видео про одежду, стиль, моду. Пишите обязательно в комментариях или просто поддержите видео пальцем вверх. Ну а мы увидимся в новом видео. Пока-пока!